являлся вот такой кусок пластика 3-миллиметрового. Обычно его используют рекламщики в своей продукции. Он довольно-таки гибкий, но при этом и довольно жесткий. Расчертили быстренько на нем такой трафарет по размеру стандартного кирпича 25 сантиметров на 6,5 и 1 сантиметр оставили на шов. Решил попробовать ножом. Сейчас приложил вот такую штуку как направляющую, либо же вот в маленьких деталях буду использовать угольник и буду резать вот таким вот трамантиновским ножом. Не помню, как он называется точно, но удобно, что у него носик сразу режет, и буду пробовать им. Первым движением надрезаю, чтобы было ровненько. Вторым уже давлю посильнее. Третий уже прорезает. Слышно, что по дереву идет. Уголки потом подправлю. Вот такое качество получилось. Не знаю, может потом еще почищу. Вот я немножко потрудился и уже могу сказать, что швы гуляют. Толщина вот этих перемычек здесь 9 миллиметров. Так я линейкой прикидывал. Здесь явно визуально вижу, что больше. В общем, можно штангелем потом померить, но смысл такой, что они гуляют. Поэтому размечать нужно не карандашом, а, наверное, сразу ножом, тем, которым вы будете вырезать. Проводить не черту просто карандашом, а именно немножечко прорез делать минимальный такой, для того, чтобы потом его расширять. Вот, потому что иначе, ну, точно не получится вырезать 100%. И не знаю, насколько это будет при самом использовании шаблона вредить, ну, посмотрим. Пришлось повозиться немного больше, чем я рассчитывал. Где-то, наверное, 2,5 часа все вышло. Старался резать аккуратно. Ничего не повредил, все вроде хорошо. Единственный нюанс, который сразу можно было бы догадаться, это размер. Он под своим весом немножко будет играть, мне кажется. Точно не уверен, но когда, я думаю, приложу его к стене, он может провисать. Да, вот сейчас я вижу, что он провисает. Видите, вот это место, если я держу за верх, то вот здесь вот идет деформация. Его надо будет уменьшить, оставить рядов 5, а 4 верхних отрезать там или нижних. Может быть, тогда вес будет меньше, он не будет деформироваться. Либо же нужно как-то крепить сначала низ на лепешку, а потом уже вверх забрасывать. Короче, нужно будет попробовать. Осталось проверить в деле. Сейчас попробую сделать первый трафарет. Буду использовать Cerazit ST82, который утеплял и армировал сетку. И ей же попробую сделать кирпичики. Она у меня есть пока, поэтому использую ее. Потом не знаю, из чего буду делать, посмотрю. Хоть и обрезал его на 4 единицы, на 4 ряда, все равно есть провисание.
Ничего так смотрится, честно сказать. Начну в этот раз с этой стороны. Да, переход хорошо заметен пока, но надеюсь, наждачка потом поправит. Уже подсохла стеночка. Сейчас хочу затереть чуть-чуть вот этот шов, стык двух трафаретов. Вот здесь вот наждачкой вот такой вот просто испорченная со шлифмашинки шкурка. А вот здесь вот что-то, мне кажется, еще не высохло. Здесь из-за того, что стык двух стен, получается, это ровная из газоблока, а вот это положено фиг знает как. И здесь и перепад выше получился, толщина кирпичика больше. Тут надо будет почистить чем-то швы получше. Наждачкой просто не справишься. Эту я пока трогать, наверное, не буду. Мне кажется, там не все высохло. А вот этот шов сейчас попробую сделать. Вообще оно трется очень хорошо. Думаю, еще крепости наберется, наверное. Вообще, в целом, мне нравится. Я думаю, после покраски вообще будет огонь. Ну и перепад между стенами, я думаю, скроет нормально. Будем считать эксперимент удачным с этим трафаретом.